Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с психиатром Спартаком Субботой. Спартак на связи. Приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Ну что, нужен психиатр. Причем, знаете, очень нужен. Во-первых, нужен психиатр Зеленскому. Его мы обсудим. Во-вторых, всему белу свету. У всех прям нервные срывы. Даже те, которые считались богатыми, знаменитыми, или не знаменитыми, но где-то в тени, но очень с большими денежками, как бы в обороте, влиятельными, какими-то статусными, столкнулись с войной. И полетели мемы, да, вот как Дубай атакуют, там, Абу-Даби бомбили прошлой ночью. И, в общем, вот это все как бы, да, там, ТЦК а-ля Абу-Даби, Янукович, там, остановитесь в Арафатке, там, и многие-многие другие вещи. У некоторых прям действительно большие проблемы, потому что как бы вроде как все, да, я вот упорхнул, Дубай, Тихая гавань, а тут их настигла война, страны Персидского залива, и все. Почему? Потому что Трамп решил отбомбиться по Ирану, причем сроки там 3-4 недели называются, а вообще как бы все бессрочно. Плюс очень нервно реагирует на все те стороны, которые его не поддерживают. Соответственно, у людей какая-то паника возникает. Ну как так? Подождите, вроде бы как бы убежали от войны, а прибежали туда, ну те, которые именно рассматривают Дубай, Ближний Восток, туда, где горит все. Ну и там потешаются, где-то злорадствуют соотечественники внутри Украины. Это и россиян касается. Дубай переименовали в Дубайск. В общем, такой массовый психоз наблюдается вокруг событий в Иране. А если трезво посмотреть на то, что происходит, что вообще запустил, какую воронку запустил Трамп и как из нее выбираться? Или эта воронка просто путь в другое немножко измерение мирового порядка? То, которое пока что никто не понимает, но все живо комментируют. Если смотреть на такую массовую психическую динамику, можно обратить внимание, что формируется еще больше вот этот эффект выученной беспомощности. Мы с вами когда-то говорили, что когда человек постоянно сталкивается с насилием и не представляется возможным избежать этого, то есть не может никак уйти от этого. Мартин Селигман, такой психолог-позитивист, он когда-то был президентом Ассоциации психологов американской, серьезный мужик, он провел такой эксперимент. Он животных, скажем так, бил током, когда они находились в определенной среде, в клетке. И когда он уже открывал клетку, они пытались выйти, он продолжал их бить током. В какой-то момент, когда уже с него сняты были все, скажем, шокеры, все, что могло причинить ему дискомфорт, собака не выходила из клетки, даже если ее вытаскивали. А когда сняли с нее все и пытались вытащить, она боролась за право находиться в этой клетке. То есть она сражалась, она агрессировала, она все время возвращалась в эту клетку. Это очень хорошая аналогия с людьми, которые, особенно с украинцами, которые находились на территории Украины и столкнулись с насилием. И те, которые переехали сейчас жить на восток, думая, что там будет безопасно, они столкнулись тоже с насилием. Интересным является другое. Не то, то, что выученная беспомощность, мы об этом говорили. Интересным является другое. Не получится сказать проклятый Путин. То есть, понимаете, теперь у них конфликт мировоззрения. Они не понимают, кого винить. Они же буквально, эти же люди, я вам скажу прямо, у меня есть знакомая, которая перешла теперь в число упоротых патриотов, как я их называю, которая гордилась тем, что Зеленский так смог наладить хорошо с Трампом отношения. И Трамп такой молодец. И она там постила у себя в Твиттере, в X, что Трамп большой этот. Сейчас Трамп сделал вот эту историю. И теперь у нее, представьте, какой конфликт ценностей. Выяснилось, что примерно то же самое, когда выяснится, что не пленки Минтича, а пленки Зеленского. И вот этот массовый конфликт в сознании людей приводит к такой психической дестабилизации, что люди теряют контроль над происходящим. Они теряют контроль над собой, и они превращаются в абсолютных рабов. То есть если раньше было такое ментальное рабство, основанное на национальных ценностях, например, нам потребна свобода. Как? То есть это вопрос, за что воюете? За свободу. Откуда ты знаешь, как она выглядит?
Откуда у тебя эта информация вообще? Знаете, как некоторые звезды говорят, в метро так неудобно ездить. Тебе откуда это знать? Я даже никогда не был. То есть вот как ты понимаешь, что такое свобода? Не понимаю, поэтому за нее борюсь. Гениально. И Ну а вот кто хозяева этих абсолютных рабов? Вот сейчас это принципиальный момент. Зеленский выходит и 2 дня подряд рассказывает о том, что он там со странами Персидского залива, лидерами разговаривал, о том, что давайте, мол, лидеры, уговорите Путина на перемирие, и я пришлю вам своих ПВОшников. Те-то знают, как сбивать дроны. 2 дня вот он это... Вот понимаете, такое ощущение, что ему... Вот сегодня такой период, когда вот на фоне этих бурных событий очень классно рассмотреть, как вот с ним работают. То есть ему действительно закладывают какие-то модули смысловые, и он их переносит от интервью к интервью, добавляя или там что-то как-то корректируя. То есть говорит фактически одно и то же, потому что сейчас действительно такое время, очень легко сбиться с толку, очень легко переиграть. Я приведу интереснейший пример. Вот когда Трамп, вчера к нему приезжал Мерц, да, это тоже, это отдельная вообще тема, но тем не менее. Приехал Мерц с поклоном, как говорится, да, говорит, мы полностью вас поддерживаем, Дональд Федорович. Стандартная практика такая европейская. Но Трамп вызверился на Испанию и Британию. Испанцев он сказал, все, пошли вон, мы с вами ничего не имеем общего, народ хороший, а, в общем, плохое руководство. Они же не поучаствовали в этом, и более того, сказали с наших баз, будьте добры, американцы, тю-тю, давайте в сторону, перемещайтесь там в Германию, к тому же Мерцу, на Рамштайн, другие места, мы не хотим быть причастны. Это то, что называется понимание историческое, потому что во Второй мировой войне, да, как-то так вот Испанию все обошло, потому что, ну, там своя у них как бы и гражданская война, и свой путь там диктатора и так далее. Смотрите, и Трамп говорит, все, хана вам, испанцы. А испанцы выходят на утро и говорят, ребята, а что нам хана? А мы не отвечаем за внешние торговые отношения. Это Европейский Союз. Пожалуйста, все вопросы к Урсуле. Мы то, что у нас прописано, мы все исполняем. НАТО, пожалуйста. Все, пожалуйста. Поэтому, как бы, Трамп, ты можешь отменять все, что хочешь, но ты как бы отменяй Евросоюз. И Мерц выглядел как Иудушка Мерц. Потому что он вроде как расшаркивается, но он понимает, что возникает конфликт интересов европейского сообщества и его, Мерца, политика. Почему я привел этот пример? Потому что точно так же и сейчас Зеленскому очень легко, ну, как бы вступить, как это, не в дерьмо, так в партию, и он обрабатывает эти нарративы и посылает их, но никто его не попросил о том, что помогите с ПВО. И он там что-то комментирует, у нас там опыт, у нас там то. А Зеленский не нужен. Оказался внезапно. Украинская война на фоне того, что сейчас происходит, и какие там передряги с рынками, не нужна. Что думаете? Она не только не нужна, она становится раздражающим фактором. Потому что она единственное препятствие на пути к договоренностям по, скажем так, урегулированию дискурса с Америкой, Россией и Китаем. Это единственное препятствие. Со всеми остальными можно даже договориться. Вот даже с Ираном впоследствии все будет понятно, потому что все идет к тому, несмотря на то, что там достаточно сильный радикализм, причем такой религиозный радикализм, они договороспособны, потому что они оценивают свои возможности, не понимают, с чем они столкнулись. В Украине не понимают, и не понимают не совсем люди. Люди как бы в курсе, чем это все закончится. Ну, те, кто имеет там парное количество хромосом и хоть какой-то умеренный IQ, они понимают, к чему это все идет. Остальные люди – это формальные, скажем так, это ментальные суицидники, которые не хотят продолжать свою жизнь в том виде, в котором она была, потому что она была у них плохая. За жизнь борется тот, у кого жизнь была хорошая. И вот, как правило, хорошую жизнь может организовать тебе твои ноги, твой ум, твои руки, твои близкие. Если у тебя всего этого нет, ни ума, ни рук, ни ног, ты как бы не можешь бороться за это, потому что тебе это неинтересно. Ты хочешь изменений в худшую сторону, чтобы все страдали. Это, кстати, черта наша. Мы не хотим, как это говорится, про родственников, да, ему ничего не нужно, лишь бы у тебя ничего не было. Вот это классическая история
нашего народа, и я это прослеживаю даже в Испании. Неважно, насколько у тебя, главное, чтобы у соседа было плохо. И вот получается так, что с Украиной сейчас договориться будет очень сложно, потому что продолжение правления Зеленского затягивается в связи с неопределенностью ситуации. И ему уже нечем он уже не может никак это аргументировать. Он говорит, вот смотрите, я хочу, избраться, все такое, но вот у нас тут война и так далее. Ну так, если Трамп договорится с Путиным, сделает так, что будет там неделя или 2 недели без обстрелов. Не, ну тогда нельзя, мы же должны сначала закончить войну. Хорошо, то есть ты, получается, используешь метод, который называется ситуативная надстройка, добавляешь новые данные для того, чтобы препятствовать выборам. Ну тогда и мы, скажет Трамп, будем использовать ситуативную надстройку. Мы дадим оружие только после выборов. Продолжение помощи будет после выборов. А помощь сильно сокращается. Сейчас уже и Европе, которая подписалась на всю эту авантюру с Трампом и с Израилем, сейчас получается так, что уже и не до Украины, даже Европе, Евросоюзу меняется сильно вектор. Получается так, что, в принципе, Украина остается никому не нужной. Такой чумазой, с которой никто не хочет иметь дело, потому что наблюдают, что конфликты... Смотрите, Александр, это очень классный момент. Конфликты могут решаться быстро. И если решится конфликт с Ираном достаточно быстро, там в течение месяца, то это будет признаком того, что конфликты могут решаться быстро. Тогда становится всем понятно, что эта война, которая длилась, это исключительно причиной этому является заработок Зеленского и его ближайшего окружения. И в этот момент как раз будет понятно, что Зеленского нужно будет двигать, и тогда Трамп будет использовать и информацию по Шурме, и информацию по Зеленскому как рычаг давления. Ну, Трамп, конечно, вот вроде бы есть чем заниматься, и тут можно очень целые программы, часы эфиров посвящать его позициям по Ирану. Опять-таки, да, тут время же такое, да, тут требуют время, ты там за Трампа, против Трампа, например, там за Иран, против Иран, там, за Израиль, против, есть много конспирологии на эту тему. Но я вот именно, мы же с вами все-таки украинцы, я вот про украинский вопрос хотел бы более детально на фоне этого. Давайте возьмем это как не мейнстримное событие, а вот цепочка, да, и вот это звено в этой цепи. Подождите, а что вообще с Украиной? Ну, был же месяц для Зеленского, чтобы, в общем-то, все устаканить, на все согласиться. Зеленский предпринимает интересные такие вещи, говорит, давайте мы, собственно, там в Турции, в Ватикане, там еще где-то проведем эти переговоры. О переговорах вообще никто не говорит. Россия там себе потихоньку, да, они, конечно, комментируют, высказывается Медведев, высказывается Лавров, дальше риторических каких-то заявлений ничего не идет. Это вот меня вызывает определенную настороженность. То есть эта война, о ней как минимум россияне знали. Вот я делаю такой вывод, исходя из косвенных, и вот если вчитываться, не вслушиваться, а вчитываться в то, что они декларируют, они в курсе. Они, в принципе, и Китай как-то тоже, по идее, все понимают. Кто-то говорит, это как с Венесуэлой. Нет, это не как с Венесуэлой. Совершенно разная история. Вот вы говорите, можно закончить быстро. Но Трамп предпринимает шаги, чтобы закончить быстро, во-первых, вместе с Израилем, да, а это методы все понимают. Там раз, например, поставили министра обороны, прошли сутки, его уже нет, надо нового ставить. Это другое дело, что система Ирана, она воспроизводит вот этих лидеров, и Хизбалла же до сих пор не уничтожена, даже после этих эпических пейджеров и всего остального. Тут системы сейчас противостоят друг другу. И будут то сына Хамини, не сына, так кого-то другого изберут аятоллой. То есть там даже все понимают, что это сейчас их замес. Но эта война показала, что чтобы решить что-то быстро и вообще в стиле войны абсолютно отличается от того, что мы видим 4 года в Украине. То есть верхушку никто не ликвидирует,
не наносятся на них, по ним удары, они более того там катаются, там Зеленский катается по передовой. То есть складывается впечатление, что вот на тот момент было все согласовано, а сейчас как-то поменялись немножко договоренности. Просто это пока не отражается на характере войны в Украине. Есть несколько причин, почему не стоило бы Путину убирать Зеленского. Первая причина, самая простая, очевидная, потому что никто не поможет Путину реализовать его план так сильно, как Зеленский. Нет хуже разрушителя. Ну вот нету. Все, понимаете, в чем дело? Разрушить государство с помощью ракет такое большое, допустим, как Иран, или такое большое, как Украина, ну, Иран больше, чем Украина, но такое большое, как Иран, или такое большое, как Украина, довольно сложно. А институционально так, чтобы впоследствии можно было поставить своего человека именно так, вот именно крепко, основательно, и чтобы народ поменял свое мнение. Они же, понимаете, они же не думают перспективой выборов одного президента или двух. Это вектор, то есть поменять политическое направление. Для того, чтобы его поменять, необходимо, чтобы люди столкнулись с абсолютным кретинизмом в управлении, какой есть сейчас. Поэтому нет помощника лучше для Путина, чем Зеленский. Никто не может так разрушить государство изнутри. Коррупция, кумовство, принудительная мобилизация, уничтожение, абсолютное уничтожение своего же народа. Причем, кстати, у россиян этого плана нету, и этим занимается исключительно, знаете, как от себя. И чистая инициатива Зеленского. Просто уничтожать украинцев таким вот абсурдным образом. Ну и украинцы, конечно, будут за него голосовать, несмотря на то, что их отправляют как скот на смерть. Значит, в этой всей истории первая причина, это вот не стоит брать Зеленского, потому что он выполняет ту задачу, которую он должен выполнять. Его устранять не имеет никакого смысла. А вторая причина, потому что Путин силен в международном праве, он понимает, что какая будет реакция, если они устранят лидеров. И вот скажите мне, будет ли против Израиля введены какие-то санкции, какое-то наказание? Будет Израилю? Не будет. А Россия сталкивается с этим. Сейчас уже шуточки даже ходят по поводу того, не нужно ли там России ввести санкции против Америки, что они там с Ираном такое творят. Понимаете, в чем дело? Что позиция России в этом плане, она надситуативная. Как бы это ни звучало плохо для украинцев, она надситуативная, они смотрят за тем, как это происходит. Конечно, на фронте бывает разное, фронт движется и в одну, и в другую сторону, движется по-разному. Но история ведет только к одному. Вот к закату Украины. И меня это беспокоит больше всего. Меня, как украинца, это беспокоит больше всего. Потому что та Украина, которую мы знали, та Украина, давайте скажем так, из которой я уехал 1,5 года назад, ее уже не будет. Она уже другая. Во-первых, количественно там людей, давайте так, качественных людей там стало сильно меньше. Они либо уехали, либо умерли. Ну, либо не знаю, просто прячутся где-то. Это первое. Второе. Рождаемость. Коэффициент рождаемости очень низкий. И я уже говорил об этом, что ладно, коэффициент рождаемости низкий. Коэффициент смертности высокий. В мире уже людей, которые разговаривают на латыни, знают латынь, просто больше, чем людей, которые разговаривают в повседневной жизни на украинском языке. То есть врачей просто во всем мире получается больше, чем людей, для которых украинский язык родной. И причиной этому стал не Путин. Причиной этому стало вот это вот насильственное вбивание в голову о том, на каком языке кто должен говорить. Полностью проваленная история. Мы вот крутимся вокруг этой коррупции. Вы дважды упоминали эту тему. Очень интересное заявление выдал Коломойский. Понятно, что на фоне таких больших вещей на Ближнем Востоке оно мало замечено, но то, что он говорит, действительно интересно и важно, и почти никто это не обсуждает, очередной, скажем так, вброс на суде, да, у него же там есть возможность поговорить, прокомментировать что-то, он так и комментирует, типа, сказал и сказал. А это же открывает небольшие шлюзы для понимания вообще, что происходит внутри украинской вот этой верхушки. Приехал Минич, предупредил еще за неделю до того, как меня задержали, о том, что все это планируется. Но я же никуда не поехал, в отличие от Минича, того же самого. Правда, того предупредили чуть-чуть за несколько часов, а не за несколько дней.
Вот, поэтому все это несерьезно, я никуда не собираюсь уезжать, никуда не собираюсь бежать. Более того, я думаю, чтобы вот не сбежали, как при смене режима, прокуроры и те, кто фабриковал все эти дела, потому что все время меняется. Уже третий генпрокурор за это время поменялся, там сколько это уже значит, второй начальник службы безопасности. Ну, дальше он там, понятно, комментирует по делу, по своему. Ему, кстати, залог уменьшили. Ну, там, миллиард всего. 1,1 миллиард, подумаешь. Миллиард. Ну, у него там были кругленькие вещи, а сейчас вот это вот нормально. То есть, уменьшили залог, и вот это он комментирует, говорит, смысла нет, потому что все поменяется. Он уже говорит так, как будто он знает, что этой весной страну, в общем, накроют очень большие и серьезные перемены. И поразительно, это в забытый дедлайн Трампа месяц входит вот это понимание. Почему мы считаем, что он забытый? Вот как мы понимаем, что он на самом деле забытый? Дело в том, что проявить немилость можно разными путями. Один из которых – это игнорирование. Вы где-то видите Зеленского сейчас в поле коммуникации Трампа? Ну, только дважды он говорил, Байден негодяй, поотдавал все бесплатно оружие циркачу, вот этому из 19 века, как бы в скобочках, да, Зеленскому. Барнуму, да. Мы, кстати, про этот эффект с вами на одном из выпусков говорили, про эффект Барнума или эффект Форера, он так называется. Да, то есть получается вот как, что все помнится, просто сейчас есть немножко другие приоритеты, но демонстрация этого может быть разной. Она может быть проактивная, взять, наказать человека, скажем так, ткнуть его лицом куда надо. А можно просто игнорировать этот вопрос. И поверьте, для Зеленского игнорирование хуже. Объясню почему. Для Зеленского, как для актера, перевернуть историю с ненавистью не проблема. Он всегда играет жертву. Да и народ наш всегда играет жертву. Мы все жертвы, нам всем тяжело. Я сам прихожу, знаете, вот вроде, давайте признаемся честно, вроде как считаю себя как там, не раб, умный. Прихожу в какой-то центр, и говорят, он же украинец, надо помочь. Я такой, да, я же украинец, надо помочь. Это что это такое? Что это за ментальная бомжатня во мне сидит? Я вот не могу с этим никак, надо с этим бороться. Сказать, не надо меня жалеть, я сам все могу. Ну, в общем, понимаете, в чем дело? Зеленский может это перевернуть в свою сторону в любой момент. В любой момент. Если есть конфликт. Некоторые люди жаждут конфликта. А когда тебе не дают пищи для конфликта, ты не можешь, как ты это перевернешь? Вот у Зеленского есть потеря контроля над ситуацией. Помните вот этот кошмар, буквальный кошмар, как по моему мнению, давайте так, как с точки зрения психиатрии, мы наблюдали что полупсихотическое состояние, вот такой сильный ажиотаж, экзальтация, когда вот они находились в кабинете у Трампа, когда Трамп об него вытирал ноги, и когда Венс вытирал об него не только ноги, но и разные причины места. Он же это перевернул в рамках народа на свою пользу. В свою сторону все это поменял. Наш незламный показал, понимаете? Но и колхозники это все съели. Вот именно низшее такое быдло, они все это скушали. А так как это большая часть населения, которая осталась, которая поддерживает его, имеется в виду, те, кто не может публично высказывать свою позицию, они, собственно говоря, скажем так, и съели это. А теперь обратите внимание на важный момент. Это не могло бы случиться, если бы с ним никто не разговаривал. Худшее, что может случиться с Зеленским, это потеря легитимности. Помимо того, что там с легитимностью и так вопрос, но имеется в виду потеря легитимности в глазах тех людей, кто с ним считался. С ним перестали здороваться, ему просто перестали давать руку. Спартак, вообще, конечно, уровень деградации зашкаливает. Вот на фоне событий на Ближнем Востоке, вот есть США, есть там Иран или там страны Ближнего Востока, да, есть Израиль. И, соответственно, как бы в нормальном мире очень важно, чтобы и там представляли Украину, в общем, достойные люди. А мы накатываемся на какой-то абсолютный сюр. Например, там США, да, выходят и, например, Стефанишина, обсуждают там бьюти и всякие блогеры ее, скажем так, наряд.
надевает что-то типа а-ля Мадонна, да, певица имеется в виду. Вот, пожалуйста, там за 26 800 гривен уже там смотрят вот такой пиджак вот в таком стиле. Ну, то есть смотрится несуразно непосредственно Стефанишина, хотя она нам преподносит очень интересные подробности. Например, когда в конце прошлого года атаковали в общем, инфраструктуру нефтяную, она оказалась казахская, а там американские инвестиции, и даже мы узнали спустя условный месяц, да, полтора, что ноту Госдеп прислал. С точки зрения новости, это же прям сенсация. Это прям такая действительно... смотрите, никто, ни американцы не подсветили, ни, понятно, Стефанишина потом уже сказала, да, по поводу того, что происходит. Сейчас мы узнаем очень много интересного, например, по атакам в Средиземном море на танкеры российские, которые, кстати, ходят через Красное море спокойно, но в Средиземном, казалось бы, европейском, да, этот танкер атаковали, он там загорелся, и, в общем, очередной скандал, да, возле Италии, там, в той стороне. То есть мы тоже что-то об этом узнаем, и об этом периоде тоже, потому что мы узнаем вот о тех как бы атаках и последствиях, это же сенсация. Но опять-таки прошла незамеченной. Госдеп, ноту официальную, что вы бьете по нашим инвестициям, а у нас вот, пожалуйста, вот такая послица. Более того, сейчас же в чем усугубляется ситуация, и от этого очень зря отмахиваются. По поводу Хаминии убийства, по поводу девочек убийства в школе вот этой, да, почему? Потому что это все происходит, и вообще это война. Вот многие же задаются вопросами. Там вчера сообщили, что Арабские Эмираты, по которым больше всего выпустил Иран ракет, они говорят, мы думаем, чтобы вступить в войну с Ираном. Думаем. Литва, например, не думает. Литва сказала, слушайте, там мы готовы, пожалуйста. А если что, то давайте там и войска пошлем. Только США, попроси нас, США, Литву. Представляете, США просят Литву войска отправить. И многие недооценивают этот фактор. Это же месяц Рамадан, пост у мусульман. Они днем, когда светит солнышко, не пьют, не едят, а потом у них ифтар. Ифтар — это солнышко заходит, они там сообщают, что можно вкушать еду, в общем, собираются вместе. Это вот такие традиции у них. Традиции духовные. Вот этот ифтар прошел в Омане. И вот так на этом ифтаре выглядела представительница Украины, опять-таки. Да? То есть это Ольга Селик. Да? Ее позвали на официальный ифтар в посольстве Саудовской Аравии в Маскате. Да, но вот по наряду она как-то вот немножко не туда собралась, судя по всему. И многие задаются вопросом, подождите, а протокол, что-то в этом, что-то в этом духе. То есть она посол в Омане, да, в Саудовской Аравии, в Маскате ифтар. Ее позвали. Это официальная встреча. Но мы выглядим плохо изначально. Есть такое выражение «рыба гниет с головы». Вот как выглядит Украина, так, наверное, наши послы в последнее время выглядят. И вообще внешнеполитический курс. Вы поймите, как объяснить нашим жлобам, что есть регламент, если они не считаются ни с какими принципами, ни с какими регламентами. То есть человек, серьезно, вы видели, как наш президент одевается на мероприятие? Ты носишь вот эту военную форму. Ты что, дурачок или у тебя какие-то проблемы когнитивные? Ты же вообще на фронте не воюешь. Зачем ты вырядился? То есть ты вырядился, у тебя нет соблюдения такта, ты не понимаешь, о чем идет речь. Ермак и тот понял, что надо что-то менять, и к нему отношение немножко поменялось, хотя это было сложно сделать. То есть у нас вот это колхозное жлобство. Просто нарядиться. И оно же есть тоже во многих из нас, и мы думаем, что если мы вот так вот оденемся красиво, лучшие парфюмы используем, то на нас обратят внимание. Но люди не понимают, что на Востоке есть совершенно другие ценности. И отправлять на Восток человека, который не является востоковедом,
Помните, был такой Жириновский. Почему он был, вот сейчас говорят, боже, пророчество Жириновского. Да не было никаких пророчеств, просто мужик умный и понимал, как работает Восток. Он был специалистом в области Востока, и он знал, как работают эти ценности. Если ты не понимаешь, как с ними общаться, как с ними вести дискуссию, тебя, жлоба, никто дальше не пустит. А у нас вот это все представители, это жлобье, которое давалось за денег. Это же разница между богатыми и разбогатевшими. Они же не понимают ни такт, они не понимают, когда нужно закрыть свой рот, молчать. Это же вот был мероприятие было в Мадриде. Поприезжали и послы, и поприезжали послицы, как вы говорите, послинкини. Ну вот поприезжали, вот сидели там, общались, и были представители королевской семьи. И вот мне рассказывают о том, что говорит представитель там королевской семьи, там один мужчина, он говорит, и наши жлобье, эта тетка украинская, которая вырядилась вообще просто очень неуместно. Там был регламент по одежде. Она вырядилась там с декольте большим, вот такой там разрез на ноге. И вот она перебивает и говорит, а у нас в Украине вот так. Вы понимаете, что после этого их никогда больше никуда не приглашали ни на какие светские рауты. Это просто именно дешевое жлобье. И у нас, кстати, это проявляется во всех людях, которые стали богатыми. Потому что у нас в Украине, смотрите, нету богатых людей, есть разбогатевшие. У нас нет династий никаких. Ну, откуда им взяться? У нас нет этих династий, у нас нет этой элиты, у нас нет королевских, прости господи, никогда не было кровей, у нас нету ничего. Все то, что было хоть сколько-то от империи, которая еще, когда была Российская империя, тех раскулачили, они уехали в США, уехали в другие страны, живут сейчас, у них есть все, у них есть фамильные гербы, у них есть их флаги и все остальное, но они не имеют никакого отношения к Украине. Проблема культурная. И культурная не в том смысле, что они, наши люди бескультурные. Проблема заключается в том, что для них культура подразумевает под собой щедривку, вышиванку. Кстати, напомню, кто не знает, первые вышиванки были не в Украине, а в Испании. Я тоже в курсе. И буква «И» была тоже в Испании. Потому что наши так гордятся, у нас буква «И», ніде більш нема такой буквы есть. Она была вообще испанская изначально, потом уже украинская. В общем, суть заключается в том, что на такую культуру никто не опирается. Уровень культуры другой. Культура – это такт, манеры поведения в обществе и то, как ты позиционируешь себя на высоком уровне. Наши не умеют позиционировать себя на высоком уровне. У нас половина выходцев из офисов, половина выходцев – это муткари-дельцы, понимаете? Это темщики. У нас правят государством темщики. Как мы хотим ожидать от них, что какая-то тетя будет правильно одеваться? Это ж просто форменный эскорт. У нас есть представление о том, как себя должен вести человек в обществе. Имеется в виду у нас у людей, те, которые понимают, как происходят политические или околополитические встречи. А она единственным, наверное, везде, где она участвовала в политических встречах в качестве эскорта, она, наверное, привыкла, так и оделась. Знаете, то есть, у человека нету динамики развития культурного уровня. Это непонимание того, где ты находишься. Это, кстати, очень глубокая мысль, и понятно, что сейчас в информационной война, да, вот там люди войны, они на первом месте, но на самом-то деле, вот вы правы, это же преемственность поколений, и вот с этого 91-го года, вот, наверное, действительно вот этот сбой произошел, вроде как есть Украина, государство, да, там тот же Кучма, мама всех олигархов, да, то есть они не пооставляли за собой, ничего вот этого, то есть они сами продались Западу, и теперь это можно говорить открыто совершенно. Я упоминал по поводу этих ПВОшников, которых отправляет Зеленский, и он же в этих речах говорит, что если это британцы попросят, условно, мы, конечно, пошлем, потому что у нас 100-летний договор. И люди так как-то, подождите, а что у нас в 100-летнем договоре? То есть сейчас атакуют кипрскую базу, британскую. Там, в общем, отселили один из районов, дроны туда прилетают. Уже
дважды. Ну, греки, потому что они, понятно, близки, это НАТО, они отправили свои туда фрегаты, в общем, все защищаются. Но Зеленский же четко сказал, что если британцы запросят, да, защищать свое, мы вынуждены отправлять. То есть мы... Вот эта шутка была, да, и все смеялись, типа, ВСУ будет защищать Британию. Так вот это, вот оно, вот сейчас оно всплывает. Просто на фоне громких событий мы это не понимаем. И не получилось создать вот такую, скажем так, украинскую элиту, уважаемых людей, которых считают, собственно, украинцами, потому что у них капитал в Украине, они вот культура, да, вот там от отца к сыну что-то передается, не должности, а вот именно роль, да, роль, не должности, роль. И получается, действительно, у нас все разбогатевшие, и все вот как-то можно человека вывести из кривого рога, кривой рог из человека нельзя вывести. Причем речь не для того, чтобы обидеть кривой рог. Все на самом деле, так или иначе, выходцы откуда-то, но они не представляют вот этого высшего общества, к сожалению. И вот мы с этим столкнулись, и, наверное, поэтому война и никак не может закончиться. Ведь когда говорят, что дети элиты, если бы воевали, то войны бы не было. Это в том числе об этом. Потому что элиты нет украинской. Да. Поэтому это и не работает. Да? Потому что это не элита. Это вот ситуация так сложилась, и они там что-то заменяют. На этом фоне очень интересно смотрятся рассуждения о том, что давайте как-то поправим мобилизацию. Вот потужный нардеп из «Голоса» Костенко дает комментарий телеканалу. У світі вони практично працюють однаково. Їх завдання – призивати людину і відправити її в частину або в навчальний центр. Значит, ему подходят и спрашивают, смотрите, Федоров же там мнется до сих пор, говорит, там решение, там туда-сюда, и он комментирует сейчас, ну, собственно, работу мобилизационную. То есть, в чем задача? И, в общем, продолжает. От нам треба зробити так, і це завдання поставив президент, міністр оборони, і він має цим зараз зайнятися, щоб у нас не було цих ганебних випадків порушення закону саме під час оцієї процедури призиву. Коли там висипікують, б'ють людей, це ганебні випадки. От нам потрібно десь за це карати, десь за це з цим розбиратися, проводити розслідування, не допускати цього. Але це не про реформу, це про покращення роботи ТЦК. Тому що в нас реформа – це дещо глибше. Реформа – це що, там, я не знаю, щось прибрати, щось замінити. Але в данный момент мы можем тільки покращити. Я сподіваюся, що міністр оборони з цим впорається. То есть они не реформируют ТЦК, они его улучшают. Вместе с этим случай на случай, каждый раз. Вот Хуст, Закарпатье. Из двора его дома вытащили мужика. Крики, как будто порося режут. Но они прям за руки, за ноги все вытащили, посадили. Один в гражданском, второй машина, видите, даже не бус. Ну, просто на каких-то левых номерах какой-то старенький Мерседес. Да? Более того, это все происходит на глазах у детей. Днепр. Вот, детки в школу ходят, понимаете? Ну, то есть с рюкзачками, девочки, так сказать. Люди там комментируют в шоке. Вот бусификация, там ужас, другой пытается что-то там отбить. Ну, его там помахали с ним и поехали. Все, а они вот смотрят, они растут в этом, да, те немногочисленные дети, которые там в Украине, которые вот сейчас. Ну, и отношение народа, конечно, высказывают все. Да, все понятно это отношение. Вот в Луцке, например. Не видно. Бачите, що роблять? Бачите, які є падли? Видите, какие падлы? Стоит женщина, снимает с общественного транспорта, как возле торгового центра кто-то кого-то пакует. Но это же призвано государство улучшить, а не реформировать, объяснил нам Костенко. В какую сторону? Поймите, когда идиоту дают слово, который не занимался политикой, который очень слаб в тезаурисе, который относится к парадигме политики, мы будем услышать какую-то ерунду, что типа реформа – это
полная реконструкция, не изменение. По определению реформа – это целенаправленное постепенное преобразование или переустройство какой-либо стороны общественной жизни. Понимаете? Это определение. Инициатором является, важно, кто является инициатором. Государство, то есть легитимная власть. И целью является укрепление существующих основ. Поймите, в чем дело. Когда он говорит о том, что мы не будем делать реформу, мы улучшим, он подразумевает, что мы ничего не изменим, мы просто усугубим. Реформа подразумевает улучшение или как минимум мотивацию в рамках их действий улучшить что-то. У них нет задачи улучшить что-то, Александр. Вот, зрители, вы поймите, что реформа подразумевает улучшение строя и общественной жизни. То, что они хотят улучшить, это более эффективно убивать людей. Просто отправлять их эффективнее на фронт, чтобы это было... Понимаете, еще так интересно говорят, мы хотим, нам нужно, чтобы это было законно. То есть нужно законно убивать людей, отправлять на фронт. Это звучит как абсурд, но мы в этом живем. И люди как бы уже все это начинают понимать, но смысла этого никакого нет, потому как мы с вами говорили, то, что одно дело понимать, и другое дело отстаивать собственное понимание этих событий. И я не вижу, чтобы они что-то отстаивали. Я не вижу, чтобы они что-то делали. А с другой стороны, а что они могут сделать? Правильный вопрос, согласен. Сейчас они ничего не могут сделать, ситуация такая. Но а смысл тогда просто вот это скулить и жаловаться? Потому что, по сути, нытье – это фокус внимания на проблеме, не на ее решении. Ну, и если вот они просто снимают на телефон, какой в этом смысл? Ну, вы сняли, тогда отправляйте куда-то. Даже если сейчас Международный суд по правам человека не на стороне человека в Украине, все равно вы можете туда отправлять и фиксировать эти дела. И чем больше их будет, тем больше будет вопросов. Отправляйте, публикуйте на страницах, тегайте всех высокопоставленных лиц Европы, Мерца тыкайте, потому что он же думает, что тут все хорошо. Тегните Трампа. То есть не ленитесь. И чем больше это будет происходить, понимаете, если сам по себе Трамп, может, и не ведет тот X, его не читает, то его, скажем, менеджер по этому вопросу, он это читает. И рано или поздно в этом появится смысл. То есть это должно быть массово. Но наши люди не понимают, как действовать. Я их как бы в этом не виню, потому что обстоятельства такие. Они не понимают, как действовать, и не понимают, как решить эту проблему. Все, во что это как бы упирается, это упирается в то, что они просто сняли это на телефон и когда-то где-то в какую-то группу где-то выложили. Естественно, украинские власти никак на это реагировать не будут. И, кстати, делают правильно, потому что если бы я был у власти, и мне нужно было бы эту проблему не решать, а оставить так, как есть, я бы на нее не реагировал. Выпускал бы какого-то дурака, который бы говорит, нет, мы обязательно это все поменяем. На этом все. А улучшить мобилизацию с помощью Федорова они не смогут. Почему? Федоров, объясню. Федоров, вот у меня к нему специфическое отношение. При всем этом там светлая голова, он мужик умный, он знает, как можно действовать, но просто это не его зона компетентности. У него нет компетенции в вопросах именно этих. Он не понимает, что от него требует. Я представляю, что сейчас сидит Федоров и думает, ему нарезают задачи, он думает, ёперный театр, а как это все осуществить? Как при этом остаться человеком? Это ж невозможно. То есть ты должен принять свою звериную сущность. А там, там не сказать, что прям какая звериная сущность, там человек какой-никакой, но он как бы не понимает, как ему реализовать эту задачу, не впав жестко в немилость впоследствии. А ведь иметь впоследствии будут его и всю верхушку. Зеленский создал все возможные условия для того, чтобы впоследствии, если он с трона будет сброшен, сдерут его, посыпятся все. Он на дно потянет абсолютно всех. Этот человек, это, как я уже говорил, профессиональный предатель. Он предал и Минтича, он предал всех, он предал даже Ермака. Просто Ермак умеет это заменеджерить. Ермак сильно умнее, чем Зеленский. Ермак смог это заменеджерить и превратить это в плюс для себя. Адвокат теперь, видите? Стоит отдать должное, это непотопляемый человек, это сильная воля человека, он может нравиться, может не нравиться, но у него получилось. И он просто умнее тупо, чем Зеленский. Стоит, конечно, тоже, по правде говоря, сказать почти что угодно умнее, чем Зеленский, но просто в конкретном случае в власти у него не получается. И Зеленский просто всех подлезал под себя, и он говорит, если я буду тонуть, вы будете тонуть. Они изо всех сил держатся, чтобы... они же не то, что Зеленского любят, они же себя любят. И они не хотят тоже терять эту возможность остаться у власти и жить хоть какую-то благополучную жизнь.
В контексте мобилизации нас, похоже, к чему-то готовят. И понятно к чему. Притула интервью дает и говорит, ну, многодетный ты отец, ну что, если государство надо принять решение, надо подчиниться закону, более того, если можешь идти добровольцем, иди добровольцем. Интересное рассуждение. Що ти не в окопі? І коли ти починаєш казати, що слухайте, я пройшов ВЛК, я є визначений військово-лікарською комісією як придатний до служби в тилових підрозділах і так далі, що в мене є відтермінування від проходження військової служби в зв'язку з наявністю 4 неповнолітніх дітей, все буде виглядати, мабуть, як якесь виправдання, чому ти не там. А виправдовуватись не потрібно, потрібно просто відповідати букві закону. Якщо завтра держава скаже, що наявність у тебе цих дітей не дає тобі право на відсрочку, окей. Ну, все, тоді вперед алга. А станом на цей момент я більше опираюсь не на думку людей, які приходять в соцмережах в коментарі розказувати, хто має служити, де має служити, скільки, як на діалог з військовими, в якому я перебуваю останні 12 років. Останні 4 роки надзвичайно тісно. І дивлячись на результати роботи фонду, мені ні грама не соромно за те, чим я займаюся останні 4 роки. Ну, тут как бы мысли плавают по контексту разговора, но смысл понятен, да, о том, что он опирается на мнение военных. Государство придет, скажет, что твои 4 детей – это не повод не служить, ты должен сказать окей, и вперед, то есть и служить. Нас прогревают и готовят к этим решениям непопулярным, скрывая вот это все, что это не просто там люди приходят в комментарии, а он же дело говорит, ну, утверждает так, что он же с военными общается. Притула в этом вопросе ничего не решает, он просто демонстрирует свою способность избежать, по сути, мобилизации, как и многие другие известные личности в Украине, это ясно. У всех у них то со зрением проблема, то еще какая-то проблема, то 4 детей. Просто есть случаи, когда мобилизируют людей с 5 детьми, и потом уже обратной процедуры, как говорится, нет. Это очень серьезные прецеденты. К нему претензий по этому вопросу я как бы не имею. Тут я не думаю, что будут мобилизацию расширять до того, чтобы 3 детей не было поводом, ну, типа, для отсрочки. Но я думаю, что понятие «обмеженно придатный», ограниченно пригодный, будет сильно пересмотрено. И у меня есть подозрение, что история с выездом для подростков, для взрослых уже даже людей, там 22 года, эта история будет закрыта. То есть они закроют эту историю, просто нужно понять, под каким предлогом, потому что они вызовут очень сильное, ну, такое возмущение и впадут в серьезную немилость. Впадут в серьезную немилость, потому что, ну, как быть тем, кто остался на территории Украины, понадеялся на то, что выйдет? Как быть тем, кто выехал, а другая группа людей, сколько там, 8 человек, мобилизовались и скончались просто. И кто-то остался инвалидом, кто-то уехал. Я уже объяснял о том, что, ребята, нет ни одной рациональной, смотрите, ни одной рациональной, и рациональной есть, ни одной рациональной причины воевать за это государство. Ни одной логичной. Ни одной. Моральные какие-то принципы, которые не играют никакой роли. В современном мире мораль, она ушла на задний план. Мне понравилось, кстати, вот по этому поводу Мураев много раз говорил. Он говорит, смотрите, ребята, мораль и ценности, они сейчас, ну, как бы не управляют миром, правят... Выгода. Да, вот, ну, понимаете, то есть мотивы совершенно другого порядка. И интересы миром правят. И он говорит, что нету никакой морали, это не имеет никакого смысла. Она слишком имеет большие двойные стандарты. Россия напала на Украину, это жуткий враг, Америка напала на... И обратите внимание, убивают вот люди уже внутри государства, ставят нового управленца. И такие вот американцы, не нравится, надо и этого убрать. И убивают одного за другим. Но вы можете себе представить, что в Украине мы выбрали какого-то другого человека. Его, допустим, Россия устранила. Мы говорим, хорошо, ладно, выберем другого, не нравится вам этот, выбираем снова, и его снова устраняют. Это что такое? Но такого возмущения ни у кого нет. Двойные стандарты, а двойные стандарты такого низкого порядка, Александр, они свойственны только людям низшего порядка. То есть это малый калибр людей, это быдло, это просто социальный исход. Тогда подождите, если всем правит выгода, и мир идет в эту сторону, ну, простите, тогда войну надо заканчивать. Она невыгодна. Вот такое.
добро пожаловать на передачу Александра Шелеста. Мы пришли к выводу, к которому пришли в первый день войны. Конечно, война невыгодна. Конечно, война невыгодна никому из людей. Смотрите, нет, никому вот эта война не выгодна, кроме людей, которые сейчас у власти. Все. Никому больше не выгодно. Все же было хорошо. Ну, давайте так, Александр. Было же хорошо в 2021 году. Было классно, да? Вот мы были, там, мы могли ходить в заведения, была работа. Все было предсказуемо и понятно. Сейчас то, что происходит, сейчас даже после окончания войны, это назад не вернуть. Это процесс, не имеющий обратной точки отсчета назад. И война невыгодна никому, кроме тех, кто сейчас находится у власти. Даже бизнесу, который занимается военными поставками сейчас и военными заказами, невыгодно. Сейчас этот бизнес в такой разножке стоит, что сначала выполните заказ, они выполняют многомиллионный заказ, потом у нас нет денег, потом мы будем оплачивать. Это невыгодно никому, кроме тех, кто находится у власти. А поймите, власть – это не народ. И нету никакой власти народа. Народ ничего не решает. Это то же самое, что государственный переворот народный делается не народом. Потому никто не выходит на эти митинги эффективно. Потому что нету спонсора, нет заинтересованных. Поэтому да, можете понять и себе запомнить, что эта война невыгодна украинцам. Она выгодна была на начальном этапе. Смотрите, просто здесь тогда нужно... Значит, надо перестраивать мотивацию. Я, например, вижу возможности. Опять-таки, меня кто-то скажет, Шелест, розовый понь, такой-сякой. Но на самом деле я вижу возможности. Вот если никто не забыл об ультиматуме и дедлайне Трампа в отношении завершения войны в Украине, что нас ждет? И судя и косвенно, это тоже проистекает из этих заявлений Зеленского о том, что он там поедет в Грузию кушать. Чем ты будешь заниматься, спрашивает журналист. Говорит, поеду в Грузию кушать. Там кухня хорошая, да, там грузинская, понятная. То есть, там хачапурьку, хинкальку съест. Он так видит свое будущее. И поэтому такое вот это выдает. Тогда нужна мотивация другая. То есть, мы должны закончить войну до конца марта, чтобы, может быть, в 27 году, то есть закончили войну в конце марта, летом провели выборы, как-то проведем, то есть не вопрос. Россия, то есть, понятное дело, они никуда, если война закончится, понятное дело, что Россия не будет провоцировать, может отвечать там где-то, если какие-то провокативный огонь. Мониторинг американцев границы, окей, имеется в виду линии разграничения. Выходить надо, не выходить, надо выходить, понимаете? Хотя уже там конкретные люди говорят, если кто-то сказал, что надо выходить, потому что это комплекс договоренностей. То есть тут же, понимаете, в чем дело? Нам вот это бросают кости, говорят, ты за то, чтобы уйти из Донбасса или против? В смысле? Встать и уйти? Против. А подождите, если это комплекс договоренностей, гарантии безопасности, дорожная карта. То есть, какую я вижу дорожную карту? Окончание войны до конца марта, выборы лето, осень. Дальше. Тяжелейший период. Хоть какой-то стабилизации. На фоне роста цен, на фоне турбулентности, на фоне каких-то, они будут точно, бунтов, понимаете, каких-то вот этих моментов, восстаний там, да, у нас же сейчас... Я смеялся вчера в шуме, как, не знаю, как Мерин, немножко сивый даже. Концепция Белецкого есть, понимаете? Концепция Белецкого. Как воевать? Что нужно, в общем, остановить россиян и так далее. Концепция. То есть там не просто там третья штурмовая, не просто вот эти перекрашенные националисты с рунами и со всякой ерундой, понимаете? А концепция у них есть. Понятно, что будут какие-то бунты, их надо будет как-то разруливать. Понятно, что будет с экономикой задница. И дай бог, чтобы в 27 году что-то как-то выйти, хоть на какой-то заработок государства, восстановление, там, какие-то решения поотменять эти дурные. Будет очень тяжело. Но чтобы это очень тяжело, для того, чтобы страну хоть немножко вывести, привести в чувство, надо заканчивать именно в конце марта. Понимаете? Потому что времени нет.
концепция Белецкого. Знаете, это как у меня был когда-то в классе парень, я не знаю, почему его держали в этом классе, я учился в такой школе с усиленным изучением английского языка, такая довольно, лицей, по сути. И у нас был парень, он был с легкой умственной отсталостью, и он придумал свою теорию о том, что как мир устроен. Это для меня это то же самое, что концепция Белецкого. Не уверен, что он знает, что такое концепция по определению. Почти уверен, что он знает, что такое Белецкого. Понимаете? То есть это люди, которые не могут придумывать никакие концепции, ни на каком уровне. Это люди, которые, как мы с вами говорили, пришли абсолютно случайно, стихийно. Это, кстати, то, что отличает Иран от Украины. У Ирана культура – это древняя культура, персы. То есть это люди, у которых есть большая история, и которые пришли к власти не стихийно. У которых есть понимание того, что они хотят, какая у них ценность, культура, религия и так далее. У нас совсем другая история. Кстати, вот такой вопрос. Отдать Донбасс или не отдать? Если это, допустим, цена за мир и покой и отсутствие смертей среди украинцев, я бы отдал. Вот моя позиция такая. Потому что нет альтернативы. Если вы знаете лучший вариант, бороться до последнего. Это ж нелогично. Получается, мы тогда попадаем в ловушку эффекта невозвратных издержек. То есть, получается, чем больше мы теряем, тем больше мы должны ввязываться, чтобы компенсировать то, что мы потеряли. Это лудомания, человеческая лудомания, понимаете? У нас управленец, президент лудик. Реально, президент – человеческий лудоман. Он просто играет людьми. Ладно, еще 250 тысяч. Вот сейчас отыграюсь. И не отыгрывается. Потом он берет у соседей деньги. Это же классическая схема игромана-лудомана, который ходит по соседям. Знаете, вот этот приходит: слушай, как твои дела? Нормально. Вот ты можешь мне там надо немножко помочь мне, а я тебе в следующем месяце отдам. Так он уже все потерял. Недра потеряны. Долги колоссальные. Сколько? 300 миллиардов сейчас у нас. Это все. Если я не ошибаюсь, я просто точно не знаю цифру. У нас нет никаких перспектив. И вот что самое интересное, что был один раз, как и у настоящего лудомана, когда выигран был хороший джекпот. Это когда отбили там в Харькове, когда нужно было завязать и купить, как говорится, квартиру в центре города. Но что было сделано? Отыграясь еще больше. И пошли мы с этим Борисом Джонсоном, начали мы опять эту войну, эту возню, когда стамбульские отказались от этих стамбульских условий. То есть получается так, что государство – это большое казино. А управленец у нашего большого казино – абсолютный лудоман, отлетевший от какой-то реальности, не способный контролировать свое влечение. Важный момент. Не кажется ли вам, что действительно все идет в русле какого-то плана, условного завершения, условно, до конца марта боевых действий, да, потом какого-то движения в сторону переизбрания власти и подписания мира уже с новой властью? Почему я так говорю? Потому что активизировался Telegram, точнее его разговоры о блокировке. В России с 1 апреля обещают, ходят вот эти все, скажем так, слухи. Посмотрим, будет, не будет. И там это отдельная история с Телеграмом в России, потому что его создавал россиянин. Тут еще с национальной гордостью есть вопросики. Хотя понятно, что какой там Дуров россиянин теперь-то уже, но тем не менее. Да, это все равно, скажем, вещь такая. Вещь в себе. Телеграм. В Украине провели опрос, как вы относитесь к следующим действиям. Усилить контроль за Telegram. Тут 22% скорее поддерживают, собственно, тяжело ответить 30%, не поддерживают, собственно, 7%, 21%, пополам, образно, да. Больше, конечно, скорее поддерживают, 55%, и поддерживают, но тем не менее. Полная блокировка, как вы относитесь, поддерживают меньше значительно, 16%, и большинство, конечно, не поддерживают совершенно полностью блокировку. Эти опросы провели, и, в общем-то, на этой теме всяческим образом пытаются сейчас играть и использовать даже саму тему ограничений
в Телеграм. Вот выходит, есть такой политтехнолог, ну, он при власти всегда был, да, он и при Порошенко тоже был. Я, кстати, знаком с ним по Луганской области, он был советником губернатора, а у меня тогда, ну, это после 2014 года, вошли мы куда-то в жесткий конфликт, потому что надо же правду говорить, да, там, кто где что ворует, где что как бы себя ведет, а это жутко не нравилось, и там даже вот там потеряешь работу. Тогда еще, вот там, сколько, 12 лет назад, или там 11, да, лет назад. И он, этот товарищ был, он сейчас, внимание, они должны себе попридумывали, лаборатория противодействия дезинформации при Киевском национальном экономическом университете. Кулик Віталій, от що говорить. З території Придністров'я в Україну здійснювалося безліч диверсійних та інформаційних спецоперацій. Починаючи з 2014 року, Росія використовує Придністров'я як плацдарм для здійснення інформаційних диверсій, а також навіть засилали диверсійні групи. В 2014 році до Буджак, в 2022 році під час намагання там висадити десант в Одесі, ескалації ситуації. В Придністров'я тікали представники проросійських політичних сил там 2014 року під час Майдану. Придністров'я – це місце, де адмініструються найбільш токсичні проросійські телеграм-канали, які працюють по Україні, де вербуються для здійснення терактів, люди за гроші там шукаються. Тобто це є небезпека. А крім того, там дійсно знаходиться угрупування російських військ, близько 5,5 тисячі військовослужбовців, які можуть створювати проблеми. Крім того, ще є 8 тисяч військовослужбовців так званої армії Придністров'я і 1000 спецслужб Придністров'я. Це може бути військовим ресурсом загрози. Придністров'я має системи залпового вогню, вони мають 6 танків, вони мають БТРи, вони мають стрілкову зброю, вони вміють виготовляти стрілкову зброю, навіть торгувати нею. З Придністров'я виїхало багато так званих фахівців, які працювали в органах в свій час так званих ЛНР, зокрема колишній керівник МГБ Придністров'я Тюхеєв та інші. Проте, говорити про те, що це Придністров'я створює для нас надзагрозу військову, я б не наважився. Це потенційна загроза, це загроза більше ескалації, це провокація нестабільності для регіону. І коли буде ситуація на фронті визначена, відповідно, дійдуть руки до Придністров'я, тоді будемо говорити про їх там прискорену демілітаризацію, дерешизацію. Смотрите, это комментарий по поводу Приднестровья. Я просто фокусируюсь здесь конкретно на Телеграме. Он там перечисляет все угрозы, это там зона нестабильности. Вот сейчас на фронте все решим и займемся Приднестровьем. Ну, чтобы их демилитаризовать, там вот эти все люди. Но там администрируются телеграм-каналы. Получается, у нас очень интересно, он сам создает вот этим нарративом, как принято говорить, очень интересную штуку. Но мы же не хотим, например, воевать с Приднестровьем, да? Об этом долго говорят все. Но мы можем телеграммы позакрывать. А видите, смотрите, какой повод. Они же там сидят, вот эти админы в Приднестровье, вот эти негодяи пророссийские. А мы вот возьмем и там ограничим телеграм таким или иным способом. И вроде как не запретили, потому что люди-то против полного запрета. Но люди за то, чтобы он контролировался спецслужбами. Короче, получается очередная история с прогревом, очень интересным способом темы. Ну, они же приднестровцы там сидят, вот эти неугодные телеграм-каналы пророссийские. Значит, надо как-то вмешаться, чего-то или замедлить, или каким-то образом, ну, вот такая артподготовка обоснований вот этих действий по закрыванию ртов, что является, это то, с чего я начинал, да, разведпризнаком окончания. То есть в России, чтобы не бузили, не буянили многомиллионные вот эти телеграм-каналы и все остальное, чтобы не было там эффектов Пригожина, их потихонечку подкручивают и прикручивают то админов, то вообще сам телеграм. Вот Украина вышла на этот путь, даже Приднестровье приплели. Что думаете о судьбе телеграм? Я думаю, то, что ограничение или даже закрытие телеграм-канала, оно может сработать в обе стороны. Его можно использовать в зависимости от того, какие будут цели у управленцев. Можно использовать как для того, чтобы как бы завершить войну, чтобы не было вони по поводу того, что мы отдали Донбасс или еще что-то, так и наоборот. Закрыть Телеграм для того, чтобы не ширилась эта история, потому что некуда больше выкладывать. Инстаграм банит, ТикТок банит вот эту насильственную мобилизацию. Чтобы нигде не воняли вот эти вот украинцы, неугодные власти украинской, потенційні зрадники, как их называют наши политсилы.
Чтобы этого не было, можно просто убрать Telegram. Понимаете, тут остановить работу Телеграма, оно может в обе стороны одинаково эффективно сработать для государства. И тут нужно найти вот золотую середину для них. Они, наверное, ищут сейчас, я не знаю точно их идею, но я могу допустить, что они ищут вариант, при котором запрет Телеграма не вызовет такой сильной паники, ну или хотя бы ограничение Телеграма, такой сильной паники и абсолютная узурпация и подавление свободы слова за счет подконтрольных каналов для силовиков. В этом случае мы вообще превращаемся в тоталитарный режим. То есть, типа, у нас нет свободы слова никакой. Мы снова возвращаемся к вопросу. Я не понимаю, зачем люди за это все дело воюют? Я вообще не понимаю. Это же абсурд. Вы же воюете за своих... как мы обсуждали с вами, скот воюет за начальника скотобойни. Чтобы просто вот отстаивать, еще и передает им в руки права. Это как передать мошеннику номер своей карточки. Это же лишено какого-то здравого смысла. Но с другой стороны, все идет к тому, к чему оно должно идти. Люди сами будут формировать свою жизнь. Те, кто хотят жить качественно, поняли уже давно, что находиться на территории смысла никакого нет. Они просто уехали. Что изменить это нельзя, Александр. На самом деле, эта точка невозврата пройдена. И я слушаю разные эфиры ваши. И там есть очень умные люди, которые мне импонируют. У них есть и оптимистичные взгляды. Знаете, они говорят, вот, есть шанс, все будет хорошо. Есть люди, которые говорят о том, что никакого... Знаете, как мне нравится, как Челин говорит. Он не говорит, что шансов нет, но он говорит, что нет перспективы. То есть перспектива только в том случае, если и он дает нереалистичные запросы. То есть, типа, и он сам все понимает. И вот мне больше вот отзывается позиция такая, что перспективы нет надежды впереди. Остается ждать только то, что поменяется власть. И если власть изменится, нужно рассчитывать на черного лебедя в виде пробуждения национальных идей. Они должны быть, потому что идея несуществования России – это очень плохая идея. Если ты живешь с мыслью о том, что твой сосед должен, просто умереть или исчезнуть, только тогда у тебя качество жизни улучшится, а этот сосед – это управдом, то это очень плохая стратегия. У тебя нет никаких шансов на выживание. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.